Люди часто спрашивают, кто такой рок-н-ролльщик? И мне кажется, я знаю ответ. Помню, сидя в зале, я мрачно размышлял о своем проекте. А в перерыве к нам подошел мой друг детства Андрей Муратов и сказал, что меня искал Майк. «Где он?» – спросил я. «Курит в туалете», – ответил Мурзик. Я побрел в туалет и увидел там Майка в окружении свиты. Его друзья держали в руках бутылки вина и курили табак. «Привет, Майк, ты хотел меня видеть?» – спросил я. Не думаю, что в тот момент мое лицо было приветливым. Майк улыбнулся, взял меня под руку и отвел в уголок. Мы молча выпили, и я приготовился слушать. «Ты, как я слышал, не сильно занят сейчас», – бросил он, закуривая Беломор. «Дело в том, что скоро кончается год, как нам запретили играть, а барабанщика нет. Ты, я слышал, учился играть у Губермана?» «Да». «В джунглях я тебя слышал. С Цоем запись тоже слышал. А не хочешь ли поиграть с нами?» Я задумался. Я знал, что год назад в Киеве во время квартирника Майка и Цоя накрыл КГБ, после чего им запретили выступать в течение года. И вот, этот год подходил к концу. Тогда все казалось простым и понятным. Если бы кто-то сказал, что в будущем погибнет мой лучший друг, жена, что я отсижу в тюрьме и превращусь в развалину, я рассмеялся бы ему в лицо. Тогда я был молод, глуп и дерзок. Начиналось все это не в 20 и не в 18 лет, а начиналось это лет в 14, наверное. Собрали команду, решили сыграть на танцах. Сыграли. Воскресенье, радостный день. Смелась вся школа. Я пошел поступать в 5-й барабанный класс. Целый год я занимался классическими ударными инструментами. Но когда дело подошло к экзаменам, вдруг выяснилось, что кроме специальности я, собственно, ничего и не знаю. В общем, решили меня оттуда попросить. Пошел я в училище Мусорского. Начал учиться. Потом забрали меня в армию. Лесотундра какая-то там. Север. Атас. Присяга. СССР в Афганистане. Я стал задавать вопросы. Ответом послужила путевка в дурку. Отсидев, я закончил училище, и тут все закрутилось. Поскольку это моя профессия была бить в барабан, то нужны были деньги, конечно. А я и понятия не имел, что там играть и что такое. Потому что я весь был в рок-н-ролле, весь в буги-вуги. Прямо в тарелку. Опять в другую тарелку. Я уже в ужасе, я уже не понимаю. И потом он как там бледная луна. Там что-то там на скрипке и костры цыган. Стал я играть, но в это играть мне было очень грустно и не весело. И я стал развлекаться. Я высматривал там народ в зале. И корчил им рожи всякие. Такие. В рок-клуб я вступал в составе странных игр. Но я ничего не понимал из того, что они делают. Потом из-за какой-то глупости совершенно, в общем, я туда просто свалил. Климакс скандального кризиса.
панк-рокерская команда вообще развеселая. Мы целую зиму играли, сыграли даже один концерт, но потом мне скучно показалось, значит, я ушел. Но тут у меня родилась дочь. А поскольку мне хотелось все-таки там бить в барабан и этим зарабатывать на жизнь, вот, то пришлось как бы мне там играли там сумасшедшие всякие песни там. Аленушка, Натальюшка, не промочите ног, ты-дых. Вот. Ну, я понял, что нет, пора валить, все, до свидания. Ну, я оттуда и свалил. Остался без работы. Ну и потом вот случился зоопарк. Зоопарк был первой группой, которая начала собирать полные стадионы и косить бабло по всей стране. Писали тогда, что по количеству концертов мы обогнали даже кино и аквариум. Контркультура буги-вуги набирала обороты. На тот момент я заиграл в зоопарке уже год. Случилась там какая-то у нас такая вечеринка, гулянка. Кто-то начал свои песни петь новые, кто-то еще там что-то. И Майк тоже спел какие-то песни, какие-то старые тоже начал петь. Я первый раз услышал тексты его, и они мне страшно понравились. И Майк пошел курить, за ним увязался, говорит: слушай, Майк, какие ты замечательные тексты пишешь. И тут Майк понял, что оба-на, выясняется, что ты год со мной играешь, собака, и не знаешь вообще, что я пою. В то время они из БГ решили провести музыкальную революцию в СССР. И у них это получилось. Однажды Майк показал мне только что написанный текст. Тогда я понял, что он не принимает это время, а время не принимает его. Мы сильно сблизились и стали настоящими друзьями. Такого друга я больше не встречал. Считается, что где-то зоопарк погубил алкоголь. Это, конечно, нет, не так. Конечно, алкоголь приложил там свою руку, но нет, дело было не в этом совершенно. Просто в один какой-то момент, помню вот этот момент очень хорошо, когда мы все устали до смерти. Наш басист Илья Куликов оказался не в том месте и не в то время. Спустя год он вышел из тюрьмы. В день, когда умер Майк. Позвонил мне тогда Саша Храбанов и сказал: Валера, ты был прав. Мне не понравилось, что он назвал меня Валера. Я говорю, я не понял, в чем я был прав. В том, что ты сказал, что нам придется искать другую работу всем скоро. И он сказал, не Майк умер, а сказал, Миша умер. Очень долгое время я не мог понять, что происходит. Но не было ощущения, что вот он умер.
когда что-то выпивали мы с кем-то там, не помню, и я просыпаюсь утром, так чувствую, ага, бодуна нет, как бы, и думаю, ну, сейчас поеду к Майку пить пиво, и потом мы с ним замутим сегодня, эх-то там что-нибудь такое веселое. И вот тут-то я въехал, что Майка-то больше и нету, и ехать мне некуда. Нету Майка, нет. Он был, и его нет. Ну и остались мы вдвоем с Сашкой Скромановым от всего зоопарка. Я не очень хорошо помню, что было, что происходило со мной после смерти Майка. Я имею в виду 90-е годы. Я уезжал за границу, приезжал, опять уезжал. Когда приезжал в Россию, я не мог как-то тут это все воспринимать. Перемен каких-то я не видел. Видел, что все становится более таким старым, стареет, таким трухлявым. Продул машину, продул дачу. Я помню, что позвонили друзья, они праздновали день рождения, я пошел к ним в гости. Ну, изрядно выпили. Ну, потом обнаружили в кухне труп. Все пьяные, что, кто, там никто ничего не понимает. Приговорили меня к 17 годам. Свалили всех собак на меня. Поехал я в город Медвежьегорск с туберкулезом и прочими замороками. Прощай, детка, детка, прощай. И на прощание я молю. Потом оттуда меня отправили в красную зону, вот, где меня пытались просто убить. 2 недели меня убивали. Сломали мне там несколько ребер, нос, вывихнули левую руку, по которой потом били палками, поднимали за руки, за ноги и били а бетонный пол. Ну, потом положили в санчасть, где я, собственно говоря, 2 там с чем-то года и провалялся. Помогали мне все тогда. И весь рок-клуб, все ребята помогали. И Боря там подсуетился очень серьезно. БГ я имею в виду. Вот. И в конце концов меня оттуда выгнали. Вот. Вышел я в чисто поле, смотрю, думаю, ёлы-палы, куда же идти-то? Минула еще одна бессонная ночь. Дым ест глаза, и кофе кипит в кофеварке. Ну и началась нормальная уже более-менее жизнь. Сегодня я понял, что вся моя прошлая жизнь Быстро мы собрали зоопарк. была вовсе не жизнь, а жизнь в зоопарке. Но не пошло. Не пошло. Начал сдавать свои позиции просто по здоровью. Ну и в конце концов превратился в развалину. То есть просто слег. А я не в обиде, ведь он не И знает. поддерживали меня тогда не очень многие люди. Он не знает, что все мы живем в зоопарке. Знак тому времени Оля. Она погибла буквально за несколько месяцев до моего освобождения.
Жизнь бьет нас, а иногда дарит нам подарки. А кто-то страдает, а кто-то порою грустит. Напрасно, ведь мы живем в зоопарке. Сейчас мне нравится, как я живу. Я где-то как-то угомонился. У меня замечательная жена. Совсем замечательная. К сожалению, два друга, которые постоянно заходили, они умерли. Кто-то уехал. То, что раньше нравилось, сейчас совсем не нравится. Там вот на севере, Беломор, Балтийский канал. У меня был сосед по камере, мальчишка молодой. И он меня вот спрашивал, что-то расспрашивал про рок, про всякие штуки там. А у него срок смешной был. Я ему задал вопрос. Слушай, говорю, а ты бы вот сейчас, вот скажи честно, вот поменялся бы вот с моим возрастом, с моими болезнями и с моим сроком на жизнь со мной? Человек, ничтоже сумняшись, сказал, да, поменялся бы. Вот тогда я понял, ребята, моя жизнь – это моя жизнь, и она, видимо, хороша. Рок-н-ролльщик. Спасибо вам за то, что вы пришли на нас посмотреть. Но, к сожалению, я забыл, о чем я собирался петь. Я забываю, я продолжаю забывать. И когда я забуду все, тогда я начну вспоминать. Я забываю говорить, я забываю промолчать, я забываю сделать то, что я успел, но обещать я забываю. Я продолжаю забывать.